Наверное, многие уже слышали о планах привезти в Россию 10 тысяч кенийцев для работы. По-видимому, нашим властям показалось недостаточно гастарбайтеров из Средней Азии и Закавказья, поэтому они решили добавить уголька, так сказать. Обосновывая свое решение, чиновники не стали придумывать что-то новое и в очередной раз утверждают, что приток иностранцев является благом для страны. А цифра в 10 тысяч людей ничтожно мала для такого огромного государства, как Россия. Руководитель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов так объяснил принятые меры. Мы находимся в уникальной ситуации. У нас крайне низкая безработица, мы нуждаемся в дополнительных трудовых ресурсах, дисбаланс рынка труда сохраняется. И, полагаю, там, где потребность есть, сфера обслуживания, общепит, сельское хозяйство, строительство, возможно, именно там найдут свое применение кенийцы. Парламентарий особо подчеркнул, что спрос на кенийцев на российском рынке труда в первую очередь зависит от потребностей работодателей. По словам Нилова, планы Кении отправить своих граждан в Россию не являются ничем иным, как укреплением сотрудничества между нашей страной и африканским континентом. Не зря в СССР сегодня в России обучалось много иностранных студентов, много лидеров стран имеют российское образование. «Мы строим принципиально новые отношения с Африкой», — подчеркнул Нилов. В прошлом году мы провели 2 крупных международных мероприятия с участием делегаций из африканских стран, отметил Нилов. Таким образом, позиция властей ясна. Они снова желают пропихнуть сомнительную инициативу, прикрываясь благородными намерениями. Однако действительно ли все так гладко, как пытается представить господин Нилов? Наталья Давыдова, автор телеграм-канала «Привет, Африка», выразила свое мнение о возможном приезде кенийцев в Россию. Девушка год провела в Кении, где занималась реализацией российских проектов, таких как обучение, маркетинг, менеджмент, поэтому не доверять ее оценочному суждению нет оснований. Она утверждает, что если информация о приезде кенийцев в Россию является достоверной, то в нашу страну приедут далеко не лучшие представители этой африканской страны. Вообще, по мнению Давыдовой, вся эта история явно попахивает рабовладельческим строем. Наталья также отмечает, что кенийцы, как и многие жители Африки, практически непригодны к работе. Подавляющее большинство кенийских рабочих – это безграмотные люди из низших слоев населения, проживающие в трущобах. И даже те, кто имеет образование, не обладают необходимой квалификацией, поэтому работодателям приходится их заново переучивать. Они абсолютно непригодны для нашего понимания ведения бизнеса и дальнейших коммуникаций. Чего уж тут говорить о тех людях, которых планируется отправить в Россию. Вероятнее всего, у них будут отсутствовать элементарные базовые навыки. Они даже наверняка считать не умеют. В Кении образование платное, поэтому подавляющее большинство не имеет возможности учить своих детей даже в простой школе. Да, среди кенийцев иногда попадаются порядочные и ответственные, но их крайне мало, рассуждает Давыдова. Что касается менталитета кенийцев, то тут все еще сложнее. Например, Наталья отмечает, что в Кении есть поговорка «Если ты не обманул белого, то считай, день прошел зря». Кенийцы буквально помешаны на деньгах. Воровство и ложь в Кении давно стали нормой жизни. Лишь незначительная часть местного населения живет относительно честно, поскольку работает официально и держится за свои рабочие места. Средняя зарплата в стране составляет $200. Для Кении это хорошие деньги. Поэтому те, кому посчастливилось трудоустроиться, не станут бросать работу у себя на родине ради призрачных золотых гор на чужбине. Так что в Россию отправятся именно жители из неблагоприятных районов. А люди из таких мест, отмечает Наталья, всегда находятся в поисках легкой наживы. В Кении можно услышать миллион историй от белых про то, как они пытались изменить жизнь кенийцев к лучшему, платили больше, чем положено зарплаты, и все равно в конечном итоге ловили их на воровстве. Только в моей компании было 3 подобных случая, рассказывает девушка. Наталья также отмечает, что кенийцы крайне ленивы. У них непрекращающаяся хакуна матата. Чтобы взять дополнительный выходной, у кенийцев, как у героя «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина, постоянно болеют всякие тети, дяди, бабушки, дедушки и так далее. Причем одни и те же родственники уходят в мир иной по несколько раз в месяц.
Наталья работает в русской компании, где все трудится на полную катушку, выполняя задачи в строгие сроки. Но кенийцам такой ритм не по душе, им тяжело так напрягаться. Они относятся к русским с уважением, но считают их слишком жесткими. Наталья сомневается, что кенийцы, приехав в Россию, смогут быть хорошими строителями. Ведь даже в Кении строительством занимаются в основном индийцы и китайцы, а местные выбирают более легкую работу водителями, горничными, обслуживающим персоналом. Кроме того, африканцы плохо выносят холод и даже при плюс 15 градусах надевают куртки и шапки, не говоря уже о сильных морозах. Тот континент, который, по всей видимости, будет набран для работы в России, уже через месяц сбежит от начальника. Не забывайте, в Африке люди круглый год живут в тепле, и случись что, могут стрельнуть у белого мелочь и продолжить существовать, пускай бедно, но по крайней мере не замерзая. Еще у кенийцев есть одна интересная особенность: если на них повысить голов, они расценивают это как личное оскорбление. Если на них начинаешь кричать, они тут же теряются и перестают что-либо соображать, резюмировала Наталья. Что из этого может выйти? Это как подливать масло в огонь, что может быть хуже. Нам и так хватает проблем с мигрантами из Средней Азии, а теперь еще добавятся и африканцы. Разве Россия хочет повторить ошибки Европы? Не приведет ли это к росту преступности? Да и к тому же нам не нужны еще и новые, так сказать, экзотические болезни. Господин Нилов ссылается на то, что у нас с давних времен обучалось много африканцев. Это правда, но господин Ярослав Нилов забывает одну важную деталь, в которой скрыта большая разница. Раньше, в советские годы, африканцы приезжали к нам только учиться и возвращались на родину развивать экономику своих стран. А советские высокопрофессиональные специалисты в разных областях работали во многих странах Африки, оказывая им значительную помощь в их развитии. В России сегодня случается такое: вместо того, чтобы повышать зарплаты на свободных рабочих местах для своих российских граждан, олигархическому капиталу удобнее привозить мигрантов, тем самым еще больше снижая стоимость труда в РФ. Это трудно понять. Россия, которая является самой богатой по ресурсам страной в мире, лидером в ядерной и космической сферах, занимает 6-е десятилетие стран по уровню оплаты труда в мире. По моему мнению, это даже не капитализм, а настоящий феодализм. По моему взгляду, если бы людям платили достойные деньги за работу, то не было бы нехватки кадров. А сейчас получается, что цены в наших магазинах почти европейские, а зарплаты, к сожалению, не дотягивают до западных. Я хочу сказать, своим платите нормальную зарплату, и мигранты не будут нужны. И в конце я хочу сказать, что, по моему мнению, у нас в России проблема не в кадрах, а в здравом смысле. И что в результате, если к этому вопросу подойти без эмоций? Прежде всего надо заметить, что кенийцы обычно не едут работать за рубеж, так как у них на это просто нет денег. Поэтому возникает весьма логичный вопрос: кто из какого бюджета будет платить за высадку 10 тысяч черных душ в Россию? Что говорит, что в очередной раз не обойдется без щедрого жеста со стороны российских властей. Еще один момент. В отличие от тех же жителей Средней Азии, кенийцы о России не знают почти ничего. Для них наша страна — это Путин, мороз и водка, поэтому рассчитывать на то, что они быстро смогут влиться в наше общество, вряд ли стоит. И это, конечно, не могут не понимать сторонники привоза кенийцев в Россию. Однако алчность давно ослепила некоторых дельцов, которые на самом деле и продвинули в высших эшелонах идею привоза бесплатной рабочей силы в нашу страну. Так что ожидаем в ближайшее время к сильному увеличению преступности с участием чернокожих мигрантов, так же, как и к улучшению качества строящегося жилья. Что говорит, что эти парни смогут превзойти гастарбайтеров из Средней Азии. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.